И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Разработчики решили порадовать нас новеньким обновлением для CS2, который весит 1 гигабайт 700 и приносит в игру много улучшений, включая спорные. Ну а также в данном ролике заденем немного новостей и рассмотрим скрытые файлы. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Не знаешь, где выгодно и быстро пополнить кошелек Steam или приобрести игру, то добро пожаловать на Купи-код, на котором самая низкая комиссия на рынке. Хотел приобрести недоступные игры в твоем регионе? Пожалуйста, просто заходишь в гифты и во вкладку «Недоступные РФ». И тебе не надо будет париться с созданием дополнительных аккаунтов. А если использовать мой промокод, можно получить минус 2% к пополнению или скидку на приобретение гифта. Тем более, что пополнение на сайте проходит всего в нескольких шагов. Вводишь логин, указываешь сумму и далее вводим платежные данные. И все. Сайт полностью безопасен и не требует каких-либо паролей. Все, что вам нужно, это логин. И пополнять можно не только RU аккаунты, но и казахстанские, турецкие и так далее. Кстати, теперь у зарегистрированных пользователей есть кэшбэк на каждое пополнение или покупку. По этому случаю бегом на Купи-код по ссылке в описании. Ну что же, разработчики за 3 недели до мажора смогли действительно поправить многое в игре. И я надеюсь, на этом они не остановятся. Ведь многих волнует, когда же они починят злополучные мертвые зависания. Короче, в текущем обновлении большое внимание разработчики уделили точкам возрождения на карте. Теперь позиция возрождения больше не определяется случайным образом при повторном подключении игрока к серверу во время фристайма. Она настраивается в самом начале при загрузке на карту. В связи с этим точки возрождения обновили на картах Анубис, Инферно, Мираж, Нюк, Оверпасс и Вертиго. И у большинства карт количество точек значительно сократилось. Данное нововведение сделано по большей части для турниров. Ну а на серверах сообщества и официального подбора сохранение и распределение точек для игрока идет автоматически. Также разработчики исправили ошибку, из-за которой игроки видели черный экран после отключения и повторного подключения несколько раз во время технического тайм-аута. И исправили ошибку, из-за которой переподключившиеся игроки к соревновательному матчу некорректно взаимодействовали с алгоритмом возрождения ботов. Исправили также ситуацию, когда музыка MVP не воспроизводилась или воспроизводилась поверх музыки конца раунда. Исправили также ошибку в режиме бой насмерть, которая за убийство во время разминки засчитывала ее как за награду для получения шприца и бонус за убийство из шокера. Наконец-таки исправили прыжки игроков, которые могли быть выше обычного при переключении на низкую частоту кадров. Исправили случаи, когда переключение оружия иногда игнорировалось сервером. Исправлены проблемы с рендерингом теней у дыма и улучшена производительность. Исправлена также ошибка, из-за которой игра вылетала на Linux при сочетании Alt-Tab. Пофиксили несколько случаев, когда при компиляции шейдеров происходила задержки частоты кадров. Улучшено поведение, когда пользовательский ввод не поступает на сервер вовремя из-за потери пакетов или проблем с частотой кадров клиента. Отрегулирована музыка из последнего набора Night Mode. Исправлена ситуация, когда некоторые игроки в Северной Америке не могли постоянно принять матч на сервере в Европе из-за того, что SDR выбирал неверный маршрут. Скорректирована логика отслеживания состояния ожидания игрока, чтобы исключить время приостановки раунда и период тайм-аута. И наконец-таки курицам запретили двигать выпавшее оружие. Ну и конечно же самое веселое изменение, от которого у некоторых сжалось немного очко. Теперь игроки, которых кикают с официальных соревновательных серверов за слишком большое количество самоубийств, будут получать бан. Чтобы вы понимали, это касается непосредственно тех игроков, которые либо дурачки, или специально себя убивают. Проверено на официальном подборе. Так что, ребята, те, кто страдает мертвым фризом и приходится каждый раз переподключаться в игру, а между прочим переподключение сопровождается суицидом, могут спать спокойно, как и фермеры, которые пользуются реконнектом. Кстати,
Кстати, коротко о фермерах. Со вчерашнего обновления Steam у фермеров появилась новая проблема с запуском новой версии Steam через песок. Кто в курсе, тот понял. К радости любителей гринда пока что нашли временный обход с откатом на старую версию. Но мало кто знает, что CS2 тесно привязана к версии Steam, и в случае запуска более старых попросту не будет допускать вас на сервера. Так что рано или поздно лавочку могут прикрыть, если вы не найдете новый обход. Ну и напоследок немного скрытых файлов. Разработчики продолжают усовершенствовать систему Pulse, которая отвечает за динамические сценарии на картах. В связи с этим в файлах игры был замечен одноименный файл с этой системой. Также разработчики продолжают экспериментировать с ней, и исходя из измененных тестовых файлов, система Pulse действительно будет намного лучше V-скриптов и с легкостью сможет добавлять на карты неординарные режимы с подключением различных entity и последующим их удалением. И я очень надеюсь, что нам его дадут пощупать в официальных инструментах для CS2. Кстати, обязательно посмотрите мой прошлый ролик по скрытым файлам и будущим обновлениям, так как есть вероятность, что в новых роликах я часто буду ссылаться на него. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!